Добрый вечер, уважаемые друзья. Прошу прощения за задержку. У нас тут была еще кое-какая техническая проблема, поэтому немножко с опозданием мы сегодня начинаем. И будем сейчас разбирать. Дело в том, что очень интересные события произошли за прошедшую неделю. И, наверное, правильно так, что мы перешли в формат международных новостей раз в неделю, потому что как раз накапливается прямо вот много чего интересного. Мы это все обсудим, но хочу маленькую сначала ремарку по поводу, вот несколько человек мне писали и на почту, и в личку спрашивали, почему не удается перечислять нам на карточку. И сейчас была неделя, когда я занимался очень много всякими финансовыми вопросами и разобрался. Короче, на карточку вы не можете, потому что это бизнес-карточка общественной организации. Поэтому сейчас я поменял немножко реквизиты. Вы можете под видео, там где поддержать АВТВ, есть 3 варианта, как сейчас нам помочь. Перечислить на карточку, но через банковские реквизиты. Там написано какие. PayPal и Patreon. Обычные 2 платформы, которые всегда нам хорошо помогают. Ну, вы, вернее, через них нам помогаете. Ну и плюс спрашивают меня про 2%, которые можно перечислять. На самом деле нам нельзя перечислять, оказывается, потому что для того, чтобы вы нам перечисляли эти 2% из ваших налогов, нам надо было в сентябре подать все нужные документы в налоговую инспекцию. Но в сентябре у нас еще это и не было ассоциации, поэтому это было невозможно. Ну, уже в следующем году, то есть уже через год сможете, даст Бог, будем дальше работать, сможете нам помогать и этими 2% отчислений из ваших доходов. Вот такая как бы маленькое такое отступление по поводу наших финансовых моментов. Ну, как бы все в силе, вы нас можете дальше поддерживать. Тем более большинство нас поддерживает через PayPal, так что там вообще ничего не меняется. Ну, вот через карточку можете тоже поддерживать и делать перечисления на нашу карточку, на наш счет ассоциации через реквизиты, которые я указал внизу под видео. Ну и теперь начинаем. Будем говорить про ситуацию в международной политике и в первую очередь, конечно, про войну. Самое актуальное то, что происходит на Евразийском континенте. Начнем мы, как обычно в таких случаях, когда происходят какие-то преступления военные, громкие, мы их обсуждаем, потому что это очень важно, и кто-то скажет, ну, постоянно это происходит. Зачем говорить? Нет, об этом надо говорить, чтобы это не стало рутиной, чтобы чувствовалось, что идет страшнейшая война против человечества, что Орда постоянно совершает геноцидного типа преступления. И вот сейчас, 27 апреля, россияне нанесли очередной ракетный удар по психиатрическому медицинскому учреждению в Харькове. Нанесли повреждения зданиям больницы, и была ранена 53-летняя женщина. Во время атаки в медучреждении находились пациенты и медицинский персонал. Следовательно, российской армии сознательно был нанесен этот удар, совершено это военное преступление. Удары по уязвимым категориям населения, по инвалидам, по детским заведениям, по больницам, это, в общем-то, обычная тактика России, и это не случайность, это целенаправленная атака, основной целью которой является геноцид. То есть уничтожить как можно больше украинцев, и особенно тех, которые уязвимые, которые не могут убежать, которые находятся под обстрелами, и вот по ним бьют. И это не просто какие-то, знаете, для красного словца. 1 марта 2022 года дом престарелых в Кременной, Луганская область. Убито 56 человек. Еще 15 россияне, когда зашли туда, похитили и вывезли на оккупированную территорию. 11 марта 2022 года Оскольский психоневрологический интернат, Харьковская область. Тогда никто не погиб, хотя 330 пациентов, в основном пожилые люди, находились в укрытии. То есть они успели уйти, и потом по этому зданию был нанесен удар. 7 сентября 2022 года психиатрическая больница в Краматорске, Донецкая область, тоже обошлось без жертв, но здание получило очень серьезные повреждения. 17 сентября 2022 года село Стрелка, Харьковская область, при попытке эвакуировать пациентов психиатрической больницы тоже был нанесен туда удар. И мне, знаете, вот даже как-то странно вот это вот пытаться понять, это вот для чего это, то есть это их враги или это что, почему именно вот они наносят удар по вот таким уязвимым людям. Тогда, кстати, в этом селе Стрелка погибли 4 медиков, а 2 пациента получили ранения. 3 апреля 2023 года, уже в прошлом году, психиатрическая больница в Степановке, Херсонская область. Тогда, к счастью, никто не пострадал, и это далеко не полный список военных преступлений. Я тут подобрал вам только психиатрические заведения. А сколько было ударов по школам, по больницам, по обычным больницам, я имею в виду, по детским садам и так далее. Обстрелы больниц, роддомов, санаториев – это
Это систематическая тактика, к которой прибегает Российская Федерация на протяжении этих более чем 2 года полномасштабной войны. Ну а теперь давайте поговорим про ситуацию на фронте. Там не все так позитивно. Давайте сначала посмотрим, кто сегодня с нами. Так, с нами сегодня на связи Кривой Рог, Тецканы, Старая Почта, Бухарест, Черкащина, Торонто, Хартоп, Брест, Кишинев, Тегина, Рыбница, Белчана, Сумы, Ватра, Гровендейл, Нидерланды, Ранчо, Кордова, Калифорния, Антиох, Иллинойс, Майами, Запорожье, Лондон, Ботаника, Прага, Шалдонешт, Краматорск, Одесса, Легница, Болонья, Германия, Дурлешты, Киев, Афины, Италия, Коувела, Резина, Черновцы, Таллин, Эстония, Нью-Йорк, Даллас, Клайпеда, Токио и другие. И вопрос, что за кипиш в украинском посольстве, в украинских посольствах по всему миру, насколько правда, что наши военкоматы заставляют подписывать бумагу о невыезде с Молдовы? Во-первых, про наши военкоматы я такого не слышал из официальных источников, а то, что нагнетают шаристы какие-то страхи про войну, так зачем на это обращать внимание? По поводу нет никаких кипишей в украинских посольствах, есть очереди людей, которые уехали с Украины, и сейчас хотели обновить свои документы, когда вступил в Украине новый закон о мобилизации, о том, что те люди, которые покинули незаконно Украину в момент всеобщей мобилизации, что они не могут получить консульские услуги, кроме как документа временного для того, чтобы вернуться в Украину, и все. Поскольку многие не успели, когда этот закон начали вводить в силу, то есть там образовались громадные очереди в консульских отделах, и когда уже перестали им выдавать другие документы, там, конечно, начались какие-то возмущения, но что тут можно по этому поводу сказать? Такова жизнь. Когда идет всеобщая мобилизация, когда стоит вообще речь о выживании народа, то не до вот этих вот всяких сентиментов. По поводу ситуации на фронте. Ситуация очень тяжелая, и главнокомандующий Сырский заявил о сложной оперативно-стратегической обстановке на фронте, имеющей тенденции к обострению. Мы это говорили с вами раньше о том, что вот сейчас, когда утвердили уже новую помощь, и она уже в пути, и уже что-то прибудет буквально в эти часы, в эти дни, то русские получили приказ военные успеть за 2-3 недели как можно больше захватить территорий. И у них такие есть тактические успехи, да, не по всем, только по одному направлению. Там у них есть прорыв и захват нескольких небольших населенных пунктов, поселков, скажем так, прямо. Это все тоже со стороны Авдеевки, где они прорвались зимой, этой зимой. И давайте карту, чтобы вы лучше понимали, о чем идет речь. То есть это идет вдоль дороги, они захватили несколько поселков. Вот этот выступ, который вы видите, обведенный, это вот там у них идет. А вот видите, если в нижней части этого овала, такого кривого немножко, который я нарисовал, там Авдеевка, которую вот они захватили недавно. То есть вот это вот весь их этот аппендикс торчащий, он где-то, наверное, километров 15 имеет. Вот это они продвинулись с зимы. Даже, скажем точнее, наибольший вот этот выступ это за последние пару недель. Все, карту можно убрать. И вот это у них сегодня такой реально тактический успех. Тут отрицать это было бы глупо. И, в принципе, Россия планирует еще одно крупное наступление. То есть сейчас вот это у них такой тактический успех, который пока я ни от одного эксперта не слышал, что это прорыв на оперативный простор. Но вот когда вот войско прорывает полностью линию обороны и впереди ничего нету, вот как в первые дни войны они могут идти прямо упираться в Киев. Такого нету сейчас, там есть линии обороны, их сдерживают, и то есть они не идут прямо маршем, они продвигаются с тяжелейшими боями, теряя более 1000 человек ежедневно, то есть, вот за этот месяц этих интенсивных боев на том направлении они потеряли более 30 тысяч человек. И дальше пока у них не получается. То есть, может быть, еще там за пару месяцев продвинуться еще на пару километров. Но дело в том, что Россия планирует очень крупное наступление в конце мая и, скорее всего, в сторону Харькова. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на 2 высокопоставленных чиновников из украинской разведки. В преддверии операции армия РФ наносит удары по Харькову и другим стратегически важным городам. Один из источников сообщил, что опасается наступления на Харьков с участием группировки от 20 до 40 тысяч военных.
Он говорит, тогда нам придется решить, хотим мы защищать север или восток, и то, и другое делать невозможно, утверждает этот собеседник. Ну, здесь есть, во-первых, некоторые нюансы. Даже если предположить, что там будет наступать 40 тысяч человек, Харьков второй по величине город в Украине. То есть взять его силами 40 тысяч человек, я не представляю, как по мне, это просто нонсенс, этого не может быть. Поэтому, но то, что они могут опять захватить какие-то приграничные села в Харьковской области, которые они захватили в начале войны, потом были выбиты отсюда и могут сейчас, если бросить туда большие силы, опять захватить эти села, но учитывая, что там сейчас построена линия обороны, там все заминировано, то есть, конечно, с огромными потерями. Но, тем не менее, от этого не легче, и да, это плохие новости. Но, повторяю, пока я не вижу повода ни для какой паники. И дальше из тех новостей, которые я вам расскажу сегодня, я думаю, вы поймете, почему у меня есть такой, ну, скажем так, осторожный оптимизм по поводу того, как в этом году будет происходить ситуация на фронте. Из успехов, то, что сейчас происходит со стороны Украины, опять были массовые поражения нефтехранилищ на территории России. В частности, в результате атаки Службы безопасности Украины на 2 российских нефтехранилища Роснефти было уничтожено 26 тысяч кубометров нефтепродуктов. По данным источников УНИАН, нефть сгорела на предприятии в Ярцево и Раздорово в Смоленской области. Это весьма далеко от границы с Украиной. Кроме того, СБУ продолжает эффективно уничтожать военную инфраструктуру и логистику, которые обеспечивают топливом российскую армию в Украине. Эти объекты есть и будут оставаться абсолютно приоритетными законными целями, говорится в заявлении источника. Ну, тут надо понимать, что это сейчас все происходит до прибытия той самой помощи, которая включает в себя дальнобойные средства и даже кое-что для самолетов, о чем мы поговорим чуть дальше. Кроме того, были атакованы в Краснодарском крае нефтеперерабатывающие заводы. Россияне сообщили, бодро отрапортовали, это было вот в эти выходные, о том, что они сбили 60 украинских беспилотников. Но, как выяснилось потом, часть этих беспилотников была сбита заводами нефтеперерабатывающими. Так вот, нефтеперерабатывающий завод в Славянске на Кубани, это не тот Славянск, который в Донецкой области, а кубанский Славянск в Краснодарском крае, он частично приостановил работу после того, как его атаковали беспилотники. Это сообщение ТАСС. Ну, вы понимаете, что если российский ТАСС говорит, частично приостановил работу, значит, там полнейший трындец, что там произошло на самом деле. Ровно 10 беспилотников прилетело именно в завод. Был сильный пожар, возможно, наличие скрытых повреждений, сказано в официальном сообщении. Это видео, посмотрите, как это происходило. Видео без звука, поэтому как бы не удивляйтесь. Ну а дальше просто череда хороших новостей. Как мы с вами говорили в начале прошлой недели, в прошлый понедельник, о том, что во вторник должно было пройти голосование в Сенате. То есть тогда мы с вами обсудили, что прошло голосование в Конгрессе за помощь Украине, оставался Сенат и оставался президент США. Голосование в Сенате прошло, естественно, помощь поддержали, потому что Сенат более настроен проукраински. Демократы проголосовали 48 за, 3 против, республиканцы проголосовали 31 за, 18 против. За пакет иностранной помощи в Сенате проголосовало еще больше республиканцев, чем это все ожидали. Потому что говорили о том, что готовы голосовать 25 человек, то есть это ровно 50% плюс 1 голос. А по итогу оказалось 31 человек. В феврале республиканцы голосовали 22 против 26. Ну и у демократов без изменений 48-3. За 2 месяца 9 республиканцев изменили свою точку зрения в пользу оказания помощи Украине. И это почти 20% партии. То есть, ну, такой очень существенный результат. Сейчас многие говорят о том, что на выборах в ноябре республиканцы должны взять под контроль Сенат, а демократы – Палату представителей. Ну, на самом деле, такая динамика позволила бы говорить, вот то, что сейчас происходит, что даже если Сенат возьмут республиканцы, они продолжат помогать Украине, потому что сейчас мы видим, какие у них настроения. То есть они голосуют за эти вещи. После этого сразу же президент Байден подписал пакет законов о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. А также заявил, что Вашингтон возобновит военные поставки Киеву в ближайшие часы. Но это было в среду прошедшую, так что, соответственно, помощь уже
уже давно в пути. Украине, согласно подписанному закону, была выделена военная помощь в размере 61 миллиард долларов. Байден отметил, что это хороший день для Америки, это хороший день для европейцев, это хороший день для мира. В этот пакет на 1 миллиард, тут, кстати, важно отметить такую вещь. Выделили два пакета практически одновременно для Украины. Один на миллиард долларов и один на 6 миллиардов долларов. Почему я сейчас остановлюсь на том, который на миллиард долларов? Дело в том, что тот, который на 6 миллиардов долларов, это не поставки непосредственно оружия. То есть вот тот, который пакет на миллиард, они сразу посчитали, так, вот это стоит столько, 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 вот вам на миллиард, забирайте оружие. И отправили его. То, что на 6 миллиардов, работает не так. Они разместили заказы на военных предприятиях на эту сумму. Соответственно, это будут снаряды, это будут ракеты, то есть огромный ассортимент на 6 миллиардов долларов, который разместили в американском ВПК для поставки в Украину. Поэтому тот пакет пока нет смысла обсуждать, потому что это начнет приходить в лучшем случае где-то к осени, может что-то летом еще, но в принципе, то есть сейчас важно вот то, что в 1 миллиарде. В 1 миллиарде там много ракет для ПВО, они, кстати, уже перестали писать чего, сколько, просто номенклатуру. И я даже не все сейчас перечислю, я перечислю то, что интересно. Ракеты для ПВО, потом ПЗРК «Стингер», это переносные зенитно-ракетные комплексы для того, чтобы можно было сбивать российские самолеты, как говорится, с плеча. Это вот просто реально такая труба, современная, очень высокоточная, которая отслеживает самолет специальными датчиками, там лазерное наведение, и поражает его. То есть человек, условно говоря, может сидеть в кустах где-то на линии фронта и ждать, когда подлетит российский самолет на нужное расстояние. И нажимает кнопочку, и все, российский самолет больше никуда не летит. Плюс много стрелкового оружия и боеприпасы к нему, включая патроны калибра 50 для борьбы с дронами. Это крупный достаточно калибр, его используют снайперские винтовки, его используют пулеметы, это достаточно такая крутая штука. Боеприпасы для «Хаймарс». Не говорят какие, но мы знаем какие. Мы знаем, что там будут включены и кассетные боеприпасы, и боеприпасы дальностью на 300 километров. Это очень-очень круто. Наверное, это самое крутое, то, что будет в этой поставке. 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, включая снаряды с фугасным зарядом и усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения. БМП «Брэдли», ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой. ТОУ. Противотанковые системы «Джавелин» и АТ-4, высокоточные авиационные боеприпасы, аэродромно-вспомогательное оборудование. Уже то, что боеприпасы для самолетов, уже что это? Для чего? Это для тех самых самолетов, которые будут вот сейчас в ближайший месяц уже поставляться. Начнется серия, потому что их будут до конца года поставлять, и вот к ним идут боеприпасы. Плюс аэродромно-вспомогательное оборудование, плюс противотанковые мины, плюс противопехотные боеприпасы. Клеймор — это, типа как мина, которая с датчиками движения им поражает пехоту наступающую. И самое интересное, вы посмотрите, как с печальной рожей, это Скобеева восхищается военной помощью США для Украины. Конечно, в негативном для нее ключе, для нас это очень позитивное видео. Давайте посмотрим. Военные шестеренки Пентагона действительно уже вовсю крутятся. Первые вооружения будут отправлены на Украину в течение нескольких дней. В пакет войдут бронетехника, снаряды, высокоточные авиабомбы, джейдамы, аэродромное оборудование. Последние два пункта прозрачно намекают аэродромное оборудование, что в ближайшей перспективе украинский режим получит и вожделенные F-16. Потенциальные носители F-16, напоминаю, ядерного оружия. Примечательно при этом, что американцы перестали показывать количество номенклатуры, просто наименование, и все. И все это, надо понимать, полетит в наши войска. Но самое интересное то, что на самом деле Киев уже как минимум дважды использовал ракеты от АКМС. Вот те самые дальнобойные ракеты для «Хаймарса», которые официально не поставлялись Украине, но таки да, они были и их использовали. США их пробно поставили для ударов в глубокий тыл. «Нью-Йорк Таймс» пишет о том, что, по словам высокопоставленного американского чиновника, в середине февраля президент США Байден тайно одобрил решение об отправке более 100 ракет большой дальности.
а также большого количества кассетных боеприпасов. Они были частью поставки оружия Украине на сумму $300 миллионов, которая осуществлялась в марте. Поставка прошла не публично для того, чтобы Россия не была готова к появлению Украины ракет большой дальности. Наличие в арсенале АТАКМС большой дальности позволяет Украине угрожать российским активам по всему Крыму. То есть в Крыму не останется места безопасного, куда не может ударить эти высокоточные, очень почти невозможно перехватить их для российского ПВО ракеты. Кстати, вот тот удар, который был чуть больше месяца назад по Крымскому аэродрому, был совершен с помощью этих ракет, когда была уничтожена установка С-400 и полностью весь комплекс С-400, плюс там еще всякие наземные станции. Это было сделано с помощью АТКМС дальнего боя. Ну, я уж не говорю про остатки Черноморского флота. Ему можно сразу как бы ложиться на дно, потому что там ему будет спокойней. Передача этих боеприпасов, кроме всего прочего, конечно же, поднимет моральный дух среди украинских войск, потому что есть такое, знаете, паническое настроение, сейчас вот потеряли инициативу, и таки да, инициативу потеряли, и таки да, очень тяжелая ситуация на фронте. Но вот эта помощь как раз идет для того, чтобы изменить ситуацию и в том числе поднять боевой дух военнослужащих ВСУ. Кроме того, пришла очень интересная новость сейчас, вот буквально сегодня, которая немножко странная, что случилось. США закупили 81 боевой самолет советского производства у Казахстана. Казахстан выставил на аукцион 117 своих старых боевых самолетов еще с советских времен и выяснил, что США купили 81 из них через офшорных посредников. Здесь, наверное, не надо быть большим аналитиком, чтобы понять, что это купили для Украины. И уже подтвердили, что да, их купили для Украины. Да, из этих самолетов часть уже хлам, их невозможно использовать, но их можно разобрать на запчасти, потому что такие же самолеты есть на вооружении Украины, им постоянно нужны запчасти, советских запчастей достать нигде невозможно, поэтому эти самолеты очень даже пригодятся. Вы помните, в начале войны украинцы просили у нас в Молдове тоже, у нас где-то такие же эти МиГи, которые не летали 30 лет, которые непригодны к использованию, но наши испугались и не отдали им эти самолеты, побоявшись последствий со стороны России. Вот Казахстан, стратегический партнер, евразийский, как любит говорить Женечка Гуцул, прямо вот ближайший партнер России, взял и продал американцам, прекрасно понимая, куда эти самолеты пойдут. И не боялся. И вот когда наши здесь говорят, надо быть умными, надо быть как казахи. Да, давайте будем умными, будем как казахи. Почему мы не продали этот хлам, когда могли продать и заработать на этом какие-то деньги? Из Великобритании тоже приходят шикарные новости. Только сначала давайте я посмотрю, тут есть вопрос. Андрей, вам не кажется, что идеи узкого мира, ИГИЛ, Талибан, Хамас, Хезболла и прочие объединяют тезис «и как один умрем» в борьбе за это? Где это? Никто не видел, и что это такое, никто, кроме идеологов, знает. Не совсем так. Дело в том, что, конечно, всякие там Хамасы, Хезболлы, у них есть идеология. А какая идеология у России? Да, они сейчас пытаются создать какую-то видимость. Вот там же даже Дугина назначили в этот институт имени, как этого фашиста русского, забыл, которого Ильина, которого Путин цитирует, который реально фашист, то есть это не фигура речи, он самый натуральный фашист, нацист, который восхвалял Гитлера. И вот они сейчас пытаются воссоздать некую идеологию. Помните заявление Путина, что они все сдохнут, а мы попадем в рай? Но это такое, знаете, это какая-то квазирелигия, псевдорелигия, которая в ней культ мамоны главный, то есть культ денег, культ обогащения. Вся элита Путина купается в роскоши. Это, какая здесь идеология? Но быдлу они пытаются внушить идеологию, потому что заставить человека умирать, не накачав его какими-то идеями, это сложно. То есть даже за такие огромные деньги, как $1000, для России это огромные деньги, и примерно столько платят зарплату солдату, смертнику российскому, но даже несмотря на такую мощнейшую мотивацию, понимание, что его семье достанется Лада Гранта, что, в общем-то, тоже немыслимое счастье, и все равно это как бы мало мотивации, поэтому они пытаются под это подсунуть какую-то
какую-то идеологию. Получается пока не очень, потому что люди, которые далеки вообще от всяких идей, которые всю жизнь просто воровали, конечно, им тяжело придумать что-то, какую-то идею. Пока не получается, да. Так вот, еще хорошие новости из Великобритании. Великобритания выделяет Украине крупнейший пакет помощи в истории страны. Об этом сообщил премьер-министр Риши Сунак и пообещал выделить пакет помощи объемом 500 миллионов фунтов стерлингов. Это примерно 579 миллионов евро. В этот пакет, среди прочего, войдут 400 транспортных средств, 1600 ракет для нанесения ударов и воздушной обороны, а также 4 миллиона боеприпасов. Защита Украины необходима для безопасности всей Европы, сказал Риши Сунак. По его словам, если Путину удастся победить, он не остановится на польской границе. Это заявление британский премьер сделал накануне своего визита в Варшаву, где он встретится с премьер-министром Польши Дональдом Туском и также генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Очень-очень хорошие и позитивные тенденции. В этот крупнейший пакет от Великобритании войдут высокоточные авиационные бомбы Poway-4. Об этом сообщил корреспондент BBC Джонатан Билл. Авиабомба имеет двухрежимную систему наведения, спутниковый GPS или инерционную ИНС. Снаряд является последней вехой в развитии семейства бомб Poway. В основе лежит модифицированная авиабомба МК-82 с повышенной пробивной способностью. На вооруженных королевских воздушных силах Poway поступила в вооружение в 2008 году. То есть это очень свежее оружие по меркам развития технологий. Масса такой бомбы 230 килограмм. Наводить ракету на цель можно по лазерной указке в любом режиме навигации. Носитель Poway-4 является истребителем Eurofighter F-35. И кроме того, эти бомбы подходят для F-16, которые сейчас придут в Украину. Зачем Украине бомбы для обороны? Для обороны они как раз не очень нужны. Для пробития укреплений, блиндажей, серьезных каких-то защитных сооружений очень даже нужны. И это очень интересный момент. То есть, возможно, нам не все говорят, поэтому я думаю, что в этом году могут быть очень-очень интересные сюрпризы. Про то, что к Крымскому мосту кирдык, я в этом уверен, сейчас на 99%, что в конце этого лета такого сооружения больше не будет на планете Земля. Соответственно, движение в сторону Крыма может быть, но там сейчас в районе Джанкоя мощнейшие защитные сооружения, даже туда, ближе к Армянску. Опять-таки, хорошие бомбы разбивают хорошие защитные сооружения. Кстати, интересное видео нашел в интернете, это русские, которые непонятно, что они там шарятся по Европе, они в шоке от количества техники, которые едут туда в сторону границы с Россией. Давайте посмотрим это видео и слушайте, что они говорят. Ребят, сейчас едем, и очень нездоровая хуйня. Это большое скопление натовской техники в сторону Польши, значит, армия Голландии, это значит, голландцы хуярят. И вот уже второй день куда-то тянутся силы. И эти силы, они не прекращаются, то есть едут в сторону Польши. Это нездоровая хуйня, значит, бронемашины тяжелые в пути. Дичайшая колонна. Что это происходит? К чему они готовятся? Италия тоже присоединяется к поставкам Украине ракет Scalp AG Storm Shadow. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Шапс в интервью The Times. Точно известно, что у Италии было не менее 200 таких ракет на вооружении. Также Шапс отметил, что Великобритания хочет ускорить производство крылатых ракет Storm Shadow, чтобы обеспечить Британию и Украину возможностью наносить сокрушительные удары. Мы с вами говорили, что Storm Shadow — это примерно аналог немецкого Таурус. Это очень серьезная ракета. И такие ракеты как раз вместе с возможностью сейчас ударить этими ракетами, которые уже есть у Украины, плюс АТКМС американские для Хаймарс, это как раз ключик к Крымскому мосту. Вернее, не ключик, а молоточек, который отправит этот мост на дно. Я в этом практически уверен, повторяю, да, конечно, в войне загадывать ничего нельзя, но что-то у меня такое устойчивое чувство, что скоро этого моста не будет. Кстати, почему это важно? Не только с точки зрения логистики, потому что, да, это прервет логистику с Крымом,
У них сейчас есть сухопутная дорога, но она тоже простреливается, и плюс все-таки заходить туда, в Донецкую область, это немножко для них проблематично, для грузов, для складов. А туда, к Крыму, они быстро на Керчь уже отработали эту дорогу. Но помимо логистики, это будет иметь громадный психологический эффект, потому что это, по сути, единственная большая стройка, которую путинская Россия совершила. То есть, в начале своего срока он якобы восстановил Трансамурскую магистраль, вот эту Транссибирскую, но, показывают блогеры российские, в общем-то, это была имитация. Через 2 года там была опять грязь, снег и все, и никакой магистрали не было. А вот Крымский мост, да, вот что-то реально большое, очень дорогое построено. И вот этого большого дорогого может не стать в ближайшее время. Австралия тоже готовит для Украины пакет помощи на $100 миллионов. Об этом сообщил премьер Украины Шмыгаль. Деньги направят на закупку крупной партии ПЗРК, беспилотников в рамки коалиции дронов и другие нужные вещи для ВСУ. Кроме того, Австралия передаст Украине боеприпасы класса «Воздух-Земля». Воздух-Земля – это боеприпасы, которые несет самолет и с их помощью поражает какие-то объекты на земле. То есть совершенно очевидно и по поставкам американцев, и европейцев, и австралийцев, что они все теперь воспринимают, что самолеты уже у Украины есть. То есть если на самом деле даже еще нет, может быть, пару штук там уже опробуют в воздухе Украины, говорят, что зимой их завезли, но серьезные поставки должны начаться вот-вот, буквально очень скоро. И еще из хороших новостей, но уже не прямо про поставки, а это про санкции. Так, давайте посмотрим, есть еще вопрос. Салат Андреем везуть єрніш ті 4 діла ПМР, ще нумай Молдова і виновата де тот, чесно на плаку банановой, ще адово ентрибари дес при Аптилудинов инлоку Луидон Мерси. По поводу замену Кадырова мы поговорим, а по поводу того, что так называемая ПМР жалуется, что Молдова ей во всем виновата, так это естественно. Потому что ситуация там ухудшается целенаправленно все годы. И когда они сделали так, у них же практически вся промышленность МССР была на том берегу. Но они сделали так, что за эти годы оно все потихоньку пришло в запустение, потому что промышленность надо обновлять, заводы нуждаются в новом современном оборудовании, нуждаются в инвестициях, нуждаются в рынках сбыта. И если Молдова им обеспечила более-менее рынки сбыта в Европе, то инвесторы, конечно, не придут в такую дыру. А российские инвестиции – это миф для сумасшедших, которые, я не знаю, кто в это верит. И вот и результат, и то, что есть. Сегодня они живут исключительно за счет воровства газа, который, Россия им позволяет украсть свой газ, и они его населению продают за какую-то смешную цену. Эти деньги, которые они собирают с заводов и с населения, это и есть их бюджет. Больше там, по сути, ничего нет. И плюс то, что они продают на нашу сторону электроэнергию с Кучерганской ГЭС, которую они вырабатывают с помощью украденного газа, опять-таки. Поэтому, если будет перекрыт газ, то регион кончится буквально в считанные дни. То есть там просто настанет гуманитарный коллапс. Просто, буквально, реально. Голод и массовый отток всех, кто может оттуда уехать. То есть останутся только пенсионеры, которые не могут уехать. Произойдет ли это? Не уверен по многим причинам, но то, что они могут сейчас только жаловаться, потому что ситуация их реально очень незавидная. Да, по поводу еще хороших новостей. Санкции. Давно мы об этом не говорили, а тем не менее 14-й пакет санкций готовится Евросоюза против России, и в него должны попасть морские суда, которые перевозят военное оборудование из Северной Кореи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. Еврокомиссия продолжает работать над новым санкционным пакетом. По информации издания, ограничения также коснутся около 40 компаний, которые связаны с военной промышленностью РФ. Я думаю, я не знаю, что там будет, я думаю, что туда могут попасть эти все европейские компании, которые помогают России обходить санкции, завозят туда всякое оборудование, такие постоянно выявляются, мы это знаем, оборудование двойного назначения и прочие всякие сомнительные комбинации. Это все может попасть под санкции. И, конечно, если корабли, которые возят
Мы знаем сейчас, вот были репортажи о том, что из Северной Кореи выходят корабли, которые там пытаются прятаться от спутников, заходят в китайские порты, там меняют флаги и так далее. Но, тем не менее, это, конечно, все, не знаю, на кого рассчитано. Конечно же, серьезные разведки это все вычисляют и знают эти корабли, их фирмы, которые этим занимаются. Вот они попадут под санкции и потеряют возможность зарабатывать, кроме как там раз в несколько месяцев перевозить что-то из Северной Кореи. Ну, так себе бизнес для большой компании, которая занимается морскими перевозками. Вообще это... Вот все, что я вам сейчас, вот до этого момента, там есть еще другие новости по другим странам, показывают то, что есть хорошие перспективы на этот год. Как минимум, точно остановить наступление России. Да, они сейчас будут пытаться. Да, Путин, видимо, сказал, делайте, что хотите, но захватите Донецкую область полностью, чтобы, когда выйдем на переговоры, у нас было как Донецкая, Луганская области и Крым. А по остальным будем торговаться. И, возможно, еще у них будут локальные успехи, по крайней мере, вот в мае месяце, пока будут разворачиваться помощь американская и из других стран. Может быть, они еще что-то захватят, какие-то городки. Я думаю, что не более того. Но, может быть, после этого будут и локальные успехи ВСУ, что, опять-таки, весьма вероятно при таком количестве оружия. Самое главное, это то, что даже если предположить, что фронт замрет, вот многие аналитики говорят о том, что в этом году, скорее всего, никакого серьезного движения не будет ни с одной, ни с другой стороны, потому что слишком много укреплений построено, в общем, сложно двигаться. И даже в этой ситуации будет очень много ударов вглубь территории врага. Россия будет, как обычно, бить по гражданским объектам, по больницам, детским садам и так далее, что они делают по коммунальному хозяйству, по ТЭЦ и так далее. Украина, в свою очередь, будет тоже наносить удары, очень много будет ударов по Крыму. Я думаю, будет уничтожена вся военная инфраструктура, которая сегодня находится в Крыму и на других оккупированных территориях, потому что американцы разрешают использовать их оружие для нанесения по территории Украины. То есть Крым – это территория Украины. И Украина может наносить удары сколько угодно со всеми средствами, которые передает Америка. В том числе самолеты, которые будут, тоже могут атаковать Крым. Что касается канонической территории России, то есть та, которая признается международным сообществом как территория России, пока что, по крайней мере, так вот туда будут удары дронами. И сейчас уже не надо будет их тратить на Крым, там, на оккупированные территории, а все будет переключено на Россию. Поэтому я думаю, что и дальше будут выносить всю нефтеинфраструктуру. И да, кто-то говорит, что это неправильно, это как можно, вот эти нефтеперерабатывающие заводы, они не имеют прямого отношения к армии. Как это не имеют? А чем заправляются российские танки, самолеты и так далее? Если будет дефицит нефтепродуктов, значит будет и дефицит для армии. Да, понятно, что если создаться дефицит, переключит Путин все на армию, то есть просто население останется без бензина, но если дефицит будет очень большой, тогда будет не хватать и армии. И в этом и есть как раз цель. Вот так вот. Так, едем дальше. Теперь давайте поговорим о некоторых событиях внутри России. А там происходят очень интересные события. Про Чечню мы тоже поговорим, но сначала про арест замминистра обороны Российской Федерации Тимур Иванов. Его арестовали по взятке в 1 миллион рублей, и самое интересное, что моментально провластные российские паблики, телеграм-каналы всякие зеты, и начали осуждать этого Иванова, какой он негодяй, коррупционер, вот так. Это вообще очень смешно, потому что они начали поднимать, что вот смотрите, какой у него дворец, какие у него там богатства, да жена у него там вся в роскоши купается, еще не стесняется выкладывать это все в Инстаграм, да как же так можно? А раньше этого всего не было. То есть вот его арестовали, и вы смелые такие открыли свои ротики. А до этого сидели и держали хобот в заднице. И это никаких не было. Хотя на самом деле, согласно расследованию издания «Проект» 2019 года, 5 лет назад, семья Иванова прятала элитную недвижимость суммой почти на 1 миллиард рублей. Тогда же, в том же году, он был включен в список богатейших силовиков России с доходом за 2018 год в размере 136,7 миллиона рублей. При этом доход самого Иванова оценен в 13,6 миллионов рублей. То есть, в 10 раз его реальный доход больше. И это все было в 2019 году, я вам напомню. То есть 5 лет
эта информация была опубликована, ее все знали. И вот только сейчас его арестовали. Задержанный замминистра обороны России Иванов попал в оперативную разработку примерно несколько месяцев назад. То есть, как они говорят в своих сообщениях, не вчера, не позавчера и даже не месяц назад. Материалы основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий. Это говорит источник в ТАСС. То есть вполне себе официальный источник. Мы знаем, что Иванов — это человек Шойгу, это очень приближенный к нему человек. Он там отвечает за хозяйственные вещи. Понятно, что это самая такая воровская должность в Министерстве обороны. Но, как говорится, говорят, что накопились к нему вопросы, и задержание может быть связано с возможным уходом Шойгу из министерства. Об этом сказал источник Forbes в Министерстве обороны. По данному делу были задержаны еще 3 человека, предварительно все они сотрудники Минобороны и госструктур. Об этом говорит источник ВЧК ОГПУ. На даче Иванова в Дагестане были проведены следственные мероприятия. То есть сколько у него там по всей России этих понятий мы даже не имеем, недвижимости. Арестованный замминистра обороны Тимур Иванов проживал в доме стоимостью 1 миллиард рублей, площадью более 1000 квадратных метров в премиальном коттеджном поселке на Рублевке. Особняк расположен в элитном клубном поселке Раздоры-2 на Рублево-Успенском шоссе. В самом поселке все дома выполнены исключительно в английском стиле из дорогого кирпича. Раздоры-2 находятся в 5 километрах от МКАД. Снаружи поселок обнесен 3-метровым забором, усиленные меры безопасности. 3 этажа его дома, 4 огромные спальни, 5 туалетных комнат, 3 гостиные, камин, кинотеатр, терраса с зоной барбекю, открытая веранда с зоной отдыха. Дом отделан дорогими эксклюзивными материалами. Помимо этого, на участке площадью 34 сотки есть еще дом для гостей площадью 445 квадратных метров. Стоимость такого участка с 2 огромными коттеджами по оценкам риэлторов составляет не менее 1 миллиарда рублей. Есть в интернете, можете найти фотографии, я вам не стал это показывать, потому что, знаете, это кровь из глаз, это прямо как офис Шора, то есть все в золоте, стиль богатых русских. Вот что пишет по этому поводу 1Z-канал. Шойгу лично сдал своего зама Иванова и на этом вряд ли остановится. Во-первых, оказывается, Сергей Шойгу лично инициировал задержание своего заместителя, несмотря на то, что тот был с ним очень близок. На Иванова несколько месяцев активно собирали материалы, чтобы показать их президенту. Шойгу раньше упорно не замечал роскоши, в которой живет его заместитель, и его любви к западным странам, куда он с женой ездил, по крайней мере, до войны. И то есть вот в итоге он его решил сдать, когда понял, что под него копают. Это многое говорит о Сергее Кожугетовиче. То есть министр теперь надеется, что Иванову не поверит, когда он начнет закладывать Шойгу. Естественно, начнет. Во-вторых, Шойгу надеется, что такие действия укрепят его доверие Путина к нему. И собирается жестко разобраться со своими врагами, в частности, с ненавистным министром обороны Михаилом Теплинским, который никак не получается с ним разобраться. То есть получается, что Шойгу как-то пытается найти варианты, как ему сейчас стать таким вот крутым, дескать, своих даже сдаю, не то что делать врагам, будет еще хуже. И в-третьих, в последнее время Кожугетович, как сообщает собеседник издания, ударился в мистицизм. Об этом я говорил тоже в своих передачах неоднократно. Говорят, что эти все сумасшедшие ритуалы, как купание там в крови, то, что Путин делает, там принесение в жертву собак, это как раз происходит от Шойгу, его какие-то зов предков шаманских. И он уверовал всерьез, что он победит обязательно в СВО, в войне, причем это произойдет в этом году. И то есть он на этой волне, этот Иванов, от которого он избавился, он таким образом как будто убирает тех, кто ему может помешать мистическим образом победить, совершить свою священную миссию по спасению России. И кроме того, пошла версия о том, что Иванов связан с иностранными разведками, ее проверяют, и речь идет о возможных его связях с французскими и украинскими спецслужбами. Хотя тут
никаких доказательств вроде бы пока, по крайней мере, не было. Другой Z-канал пишет по этому поводу: в деле арестованного накануне замминистра обороны Тимура Иванова новый поворот. Напомним, чиновника подозревают в госизмене и сотрудничестве с западными спецслужбами, о чем мы написали сразу после его задержания. Эти подозрения могут ударить и по Сергею Шойгу. Иванова обоснованно подозревают в сотрудничестве с французскими спецслужбами. Сейчас идет проверка того, были ли подобные связи у Шойгу. Если да, то обвинения в госизмене министру не избежать, сообщил источник издания ФСБ. Эту информацию знают уже в Кремле. Более того, там отмечают, уровень связи Иванова с французами был настолько высок, что именно он организовал разговор Шойгу с главой Минобороны Франции Лекарню в начале апреля, в этом месяце. Сергей Кожугетович тогда ведь не просто ссорился с французом и слушал его угрозы. Он возомнил себя большим политиком и обсуждал Стамбульскую мирную инициативу. Уже тогда это многих напрягло. А сейчас выходит, что все это могло быть неспроста, и подозрения в адрес министра могут быть обоснованными, сказал высокопоставленный собеседник из администрации президента. Короче, пока непонятно, что будет с Шойгу, но по этому поводу Белковский, известный в свое время консультант Кремля, сейчас он в оппозиции, живет за границей, он говорит о том, что это удар по клану Тимченко. Конкуренция при дворе Путина обостряется, и силовики атакуют уже ближайшего друга Путина, считает Белковский, и этим самым объясняет аресты в Минобороне. В программе «Можем объяснить» Белковский рассказал о том, что за арестом Тимура Иванова, который является кошельком министра обороны Сергея Шойгу, стоят вот эти вот силовики условные, которые не называемые. Разумеется, речь идет о конкуренции около путинских кланов. Сейчас большой удар нанесен по клану Геннадия Николаевича Тимченко, ближайшего соратника президента. В состав этого клана входит Шойгу, семейство Воробьевых, Андрей Воробьев, губернатор Московской области. То, что дело гораздо шире, чем просто чистки Минобороны, подтверждаются арестом Светланы Стригунковой, которая до недавнего времени была первой зампред правительства Подмосковья. Почему-то немногие обратили на это внимание, хотя это очень характерно и показательно, так как очевидно, что идет атака именно на этот клан в целом. Геннадий Тимченко – чемпион по западным санкциям, акционер Банка Россия, которого сам президент назвал своим другом. Именно он, по данным досье, организовал строительство для Путина роскошной яхты «Шахерезада». О связях Тимченко с Минобороны известно давно, еще с 2021 года. Стало известно, что он помогал дочери Шойгу зарабатывать на стройках. Очень интересно, что там происходит вокруг, буквально вот в самом тесном кругу Путина. То есть это знаете, не хочется быть преждевременно сверхоптимистом, но это может говорить о том, что там нарастает серьезное внутреннее напряжение, которое рано или поздно может вылиться в что угодно, потому что обычно такие вещи заканчиваются какими-то очень серьезными потрясениями. Еще другой Z-канал пишет: тем временем выживший из ума Шойгу назвал четкую и несомненную дату завершения СВО. Министр обороны продолжает верить в то, что Россия победит в СВО уже в этом году. Такое заявление он недавно сделал в общении с людьми из своего близкого круга. Я могу назвать четкую и несомненную дату завершения СВО – ноябрь-декабрь этого года. И никакая американская помощь противнику не поможет. Я в этом уверен, сказал министр обороны. Таким образом, его мнение расходится с позицией Валерия Герасимова, который считает, что СВО продлится еще минимум 3-4 года. Многие военные согласны с этим мнением, особенно после того, как американцы одобрили военную помощь Киеву. В завершении СВО в этом году, кстати, сомневаются и в официальном Минобороне. У Сергея Кожугетовича какие-то свои расчеты и мысли. Не знаю, как мы закончим СВО в этом году, ведь серьезные наступательные операции планируются, сказал нам один из заместителей Шойгу. А в окружении Герасимова в ответ на просьбу прокомментировать слова министра о сроках завершения СВО рассмеялись, уточнив, что это смех сквозь слезы. Но при этом в Генштабе не убеждены в реалистичности заявлений Шойгу. Не знаю, что он там пообещал президенту, может Харьков или какой-то другой город взять. Сейчас это сделать не то, что сложно, невозможно. Нужно понемногу съедать их оборону, экономя людей, сказал генерал, близкий к Валерию Герасимову. Вот такие вот новости. Еще по поводу пропаганды. Давайте сначала, там какие-то вопросы есть.
Андрей, что вы думаете о Юрии Швец? Что-то он льет помои на генерала Сырского. Знаете, мне кажется, что господин Швец просто хайпует. То есть все его инсайды — это не более чем предположения. Ну, когда-то он был там КГБшником, и что? Это что значит? Что у него доступ к каким-то тайнам до сих пор. Мне кажется, он выдает желаемое за действительное иногда просто хайпует, иногда глупости говорит. Поэтому я его смотрел немножко в начале войны, когда мне казалось, что он там что-то осмысленное говорит, но потом перестал смотреть полностью. Андрей, как вы думаете, что ФСБ 5 лет, как они пишут, следили за Ивановым, пытаясь понять, сколько он сможет украсть или сможет ли все? Ну, это смешно. Понимаете, здесь очевидно, что вообще речь не идет о его богатстве. Министерство обороны – это и есть синоним коррупции. То есть это самое с 90-х годов коррумпированное ведомство, где воровали, начиная с рядового прапорщика, ну не рядового, а прапорщика, который охраняет склад. Мне реально рассказывал человек, который в 90-е приехал очень сильно богатым человеком, приехал, кстати, сюда, в Молдову, побыв 2 года прапорщиком там где-то на северах России. Поэтому Минобороны России – это одна сплошная коррупция. И вот типа они сейчас увидели, что ой, он ворует. Да вы что? А типа никто не знал. А когда есть расследование Навального про дворцы Шойгу, это тоже никто не знал. То есть это вся информация, она вся открыта. Поэтому здесь, я думаю, что это вообще не про коррупцию, это именно про борьбу между башен Кремля. В спальном районе Кишинева очень много мужчин, украинских цыган поселились. Почему они не на поле боя не защищают Украину? Ну, я не думаю, что я могу на этот вопрос ответить за кого-то, почему. То есть, да, в начале войны к нам приехали из Одесской области очень много людей ромской национальности, и кто-то остался в Молдове, большинство, наверное, двинули дальше в Европу, потому что как-то сейчас я их не вижу так много, как было в первые месяцы войны. Что я могу вам ответить по этому поводу? Почему они не на войне? Ну, как-то, наверное, странно. Вы часто видели цыган, которые воюют? Вот они танк русский уперли. Это была известная история в начале войны, когда подбитый танк они привязали к трактору и куда-то его утащили. На металлолом, наверное. Ну вот, хоть так, как бы, поучаствовали. Но прямо... При том, что я не как бы не в плане, что их как-то дискриминировать. То есть, знаете, у нас очень много стереотипов по их поводу, а у нас есть реально ученые. Я всегда это подчеркиваю. Я лично знаю ромов в Молдове, один академик, там другие ученые. Это как бы реально есть. Есть общественные деятели, есть депутат парламента у нас, происходящий из ромов. Поэтому вот это вот как бы такое, ну, предвзятое отношение к ним, что, дескать, опять-таки, мы знаем про тех, которые к нам приехали, а про тех, которые на фронте, что мы о них знаем? Мы о них мало чего знаем. Точно так же, как много гагаузов воюют сейчас за Украину против России, из Одесской области тоже, болгары и так далее. Но об этом как-то мало говорят, потому что, ну, это не новость, это просто вот воюют украинцы, воюют татары, воюют русские, которые живут в Украине, воюют гагаузы, воюют ромы, все защищают свой дом. Но кто-то убежал, что не убежали и украинцы, и татары, и все остальные. Кто-то убежал, кто-то воюет. Так это вот как-то, ну, разность. Но, повторяю, я никогда не берусь их осуждать, потому что, знаете, очень легко быть героем, сидя издалека. А потом, когда приходит война к тебе домой, и сам не знаешь, как точно поступишь, и как бы мне хочется в себе верить, что вот я тоже такой герой, я бы я бы да. Но как оно на самом деле происходит, не хочется загадывать, и даже не хочется об этом думать, потому что на самом деле это все очень страшно. Во второй год войны Russia Today потратили рекордные 27 миллиардов на пропаганду и увеличили свой штат сотрудников. Это самые большие расходы за все время работы этого холдинга «Боброедки», и более того, они получили из бюджета больше, чем ВГТРК и Первый канал. Представляете себе? На эти деньги можно было построить 27 школ или 5 инфекционных больниц, или обновить 10% жилищно-коммунальной инфраструктуры России, или сделать небольшую надбавку к пенсии половинам пенсионеров всей страны. Но нет, в России деньги тратят на то, чтобы убедить население России, что они живут хорошо.
То есть не для того, чтобы сделать их жизнь лучше реально, а то, чтобы убедить их, что они живут хорошо. И да, это работает, потому что вот даже нам в комментарии иногда врываются такие какие-то безумные, ну, как правило, это почему-то женщины 50+, которые в России все прекрасно, ваша Европа пропала, там все плохо. И откуда это берется? Это берется вот оттуда, из этих вот миллионов, миллиардов рублей, которые тратят на пропаганду, на засирание мозгов и так далее. Еще одна новость связана с Чечней. Путин потребовал, это пишут тоже Z-каналы, назвать имя преемника Кадырова. Причиной такого требования стала информация о плохом состоянии здоровья Рамзана Ахматовича, которая дошла до президента. Владимир Владимирович хочет, чтобы в Чечне все было стабильно, и для него очень важно знать, кто возглавит республику в случае, если с Кадыровым случится непоправимое, говорится в этом телеграм-канале. Имя преемника Кадырова Путин хочет узнать не позднее лета, самое позднее в июле. Интересно, что с самим Кадыровым этот вопрос президент пока не обсуждал, как, в общем-то, и про его здоровье тоже не говорят. Выяснить имя того, кто может возглавить Чечню после Кадырова, будут заниматься этим несколько близких Путину людей, но пока это непонятно. То есть есть разные версии. Одна из версий, что может быть Апти Алаудинов, это глава подразделения Ахмат. Он на самом деле, в отличие от Кадырова, он прямо выглядит как человек с мозгами, по крайней мере. Но, то есть это его никаким образом не красит, просто как констатация факта. На фоне вот этого Дон-Дона, то есть этот, по крайней мере, членораздельно разговаривает. Но есть версия, что Кадыров продавит кандидатуру кого-то из своих детей, чтобы прямую наследственность установить. Его дочь уже достаточно взрослая, там 24 или 25 лет, по-моему, она занимает должность в правительстве, она министр какой-то там в правительстве Чечни. Но, конечно, главный любимец Кадырова его сын Адам. Это тот самый, который избил этого Никиту Журавеля в СИЗО и после этого получил кучу наград от разных регионов России. И вот сегодня появилась информация, что Кадыров назначил 16-летнего Адама куратором университета спецназа имени Путина в Гудермесе. Он тесно знаком с деятельностью знаменитого университета, поэтому я считаю, что отлично справится с возложенными возможностями, написал Кадыров в своем телеграм-канале. И напомню, что в 2023 году Адам Кадыров участвовал в этом избиении задержанного человека в СИЗО. Можно найти в интернете, как выглядит Адам Кадыров, такой, знаете, перекормленный мальчик, который, оказывается, теперь будет отвечать за университет спецназа. Ну что ж. Кстати, тоже вот в национальных республиках не все тихо. В Карачаево-Черкесии неизвестный второй раз за неделю расстреляли полицейских. Есть погибшие. Нападение на пост ГИБДД произошло ночью в поселке Мари-Агы. Погибли 2 полицейских из Курганской области, которые там были в командировке. Кроме того, были ранены 2 местных сотрудников ДПС и росгвардеец, сотрудник МВД из Курганской области. 5 нападавших убиты. У них нашли несколько самодельных взрывных устройств. МВД заявило, что эти же нападали 22 апреля. Тогда они обстреляли полицейских в Карачаевске. Тогда было убито 2 силовиков. Ну, вот такие вот новости. Еще новости из других стран. Латвия. В школах Латвии с 2026 года запретят изучать русский язык даже в качестве второго иностранного. Об этом внесены соответствующие поправки. Госстандарт основного образования Латвии ранее предусматривал изучение второго иностранного языка без уточнений, какой именно язык. В качестве второго языка более половины учащихся выбирали русский. Но с 2026 года для школьников с 5 класса второй иностранный должен быть выбран из числа официальных языков Европейского Союза или Европейской экономической зоны. Вот такая новость. Я об этом тоже говорил, о том, что, знаете, с одной стороны, конечно, есть какой-то элемент дискриминации по языковому принципу. Но мы часто об этом говорим, о том, что на самом деле ведь русский язык – это не только язык общения, как нам пытаются его представить. Это в первую очередь язык войны, язык пропаганды. С помощью этого Россия внедряет в мозги граждан других стран свою пропаганду. И именно поэтому мы все время говорим, что наша АВТВ работает на русском языке. То есть у меня были возможности открывать проекты и на государственном, на румынском языке. Но мы это пока не делаем, потому что полно людей, которые говорят правильные вещи на румынском языке. Но практически никого нету, кто ведет правильную пропаганду, хорошую пропаганду на русском языке в Молдове. Кто
контрпропаганду ведет против российских нарративов. И поэтому это очень важно. И в этой связи я их понимаю, почему они в принципе запрещают изучение этого языка, потому что через 20 лет, через 30 лет они могут забыть об этой проблеме. То есть количество носителей языка сократится, и то есть пропаганда будет действовать на какой-то узкий круг пенсионеров русскоязычных. И, видимо, в этом есть какой-то определенный смысл. Я вообще считаю, что у нас в школах тоже надо было постепенно перейти на то, чтобы все школы были на государственном языке с дополнительными уроками для меньшинств. На украинском, как самое большое меньшинство в Молдове, на русском, на гагаузском, на болгарском, на еврейском и так далее. Кто какие школы хотят. Но я считаю, что основное образование, безусловно, должно быть на румынском языке. Тем более, что на самом деле можно сделать, как в университетах. Вот я на мастерате учился, я на румынском языке учился, но... Прошу прощения, но экзамены мне разрешали сдавать, если я что-то не понимал, на русском. Преподаватели относились к этому совершенно спокойно, хотя, конечно, да, то есть материалы все были на румынском, конспекты писали на румынском, но, тем не менее, то есть были послабления на экзамене, и работу мастерат я писал на русском тоже, потому что пока было для меня тяжело. Сейчас докторат посмотрим, может быть, уже буду писать на румынском. Еще новости из Китая. Блинкен, госсекретарь США, побывал в Пекине, и он выставил Китаю ультиматум, требуя отказаться от сотрудничества с Россией. В ходе переговоров он заявил, что подтвердил нашу серьезную обеспокоенность относительно поставок Китаем компонентов, которые лежат в основе жесткой агрессивной войны России против Украины. Китай крупнейший поставщик станков, микроэлектроники и нитроцеллюлозы, которая имеет решающее значение для производства боеприпасов, ракетного топлива и других предметов, которые Москва использует для наращивания своей оборонно-промышленной базы, производящей ракеты, дроны, танки и другое оружие. То есть, все то, что они используют в своих преступлениях. России будет тяжело продолжать наступление, если такой поддержки от Китая не будет. И Блинкен сказал, что на его встречах с союзниками по НАТО в начале этого месяца и с партнерами по Большой Семерке на прошлой неделе он услышал один и тот же месседж. Подпитывание российской оборонной промышленности угрожает не только украинской, но и европейской безопасности. Пекин не может добиться улучшения отношений с Европой, продолжая поддерживать самую большую угрозу европейской безопасности со времен Холодной войны. Как мы уже некоторое время говорили, Китай обеспечивает трансатлантической безопасности, то есть, как он сказал Китаю, что обеспечение трансатлантической безопасности – это есть коренной интерес США. В ходе наших дискуссий я дал ясно понять, что если Китай не решит эту проблему, мы это сделаем. То есть будут санкции против Китая. Да, сейчас, знаете, российские СМИ, там, вот его проводил всего лишь министр, товарищ Си лично его не проводил в аэропорт, и не было почестей достаточно. А китайцы, они же так, это вот все эти нюансы. Да-да-да, давайте посмотрим, что будет через пару недель. Потому что еще лучше китайцы умеют считать деньги, особенно свои деньги. И вот когда они посчитают и поймут, что их товарооборот с Европейским Союзом, это, в общем-то, и есть основной их товарооборот, Евросоюз и США, а с Россией там просто какие-то там пару процентов. И вот что же они в итоге выберут, посмотрим. Из США тоже приходят новости о том, что Руди Джулиани и другие члены команды Трампа официально обвинены в попытке отменить результаты выборов в Аризоне. Власти штата официально обвинили советника и адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани, главу аппарата Белого дома при Трампе Марка Медоуз и еще 16 человек в заговоре с целью отменить итоги прошлых президентских выборов. Сам Трамп числится в деле соучастником, но в число обвиняемых не включен. Аризона стала 4-м штатом, где Трампу и его соратникам предъявлены уголовные обвинения в связи с попыткой отменить итоги выборов, которые Трамп без всяких доказательств упорно называл, и, по-моему, даже сейчас называет, сфальсифицированными. В официальном обвинении по имени названы только 11 из 18 фигурантов, но остальные 7, включая Марка Медоуза и бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, описаны достаточно подробно, что можно было понять, о ком идет речь. Это вот так работает правосудие, которому все равно, кто ты, экс-президент или, может быть, даже будущий президент. Неважно, ты должен отвечать за совершенные правонарушения. Еще подобный случай – это новости, которые приходят из Международного уголовного суда в эти дни. Предположительно, они выдадут ордер на арест Биньямина Нетаньяху и высокопоставленных израильских чиновников в связи с войной в Газе. Об этом сообщил The Times сам
Прошу прощения. Об этом сообщило издание The Times. Сам Нетаньяху заявил, что любые решения Международного уголовного суда, которые расследуют нападение Хамас 7 октября и военный ответ Израиля в Газе, не повлияют на действия Израиля, но создадут опасный прецедент. Издание отмечает, что, скорее всего, МУС возобновит индивидуальные дела против Нетаньяху, министра обороны Израиля Йова Галанта и старшего офицера, скорее всего, речь идет о начальнике генерального штаба. Ордера на арест могут быть выданы уже на этой недели. Здесь опять-таки, как в случае с США, мы видим, что не имеет значения, насколько ты авторитетен в международной политике, для Международного уголовного суда не имеет никакой разницы. Да, конечно, здесь важно подчеркнуть, что никто не отрицает право Израиля на защиту от террористических атак. Но когда при этом уничтожаются 40 тысяч гражданского населения, а более миллиона вынуждены стать беженцами, вообще просто без всякого средства к существованию, конечно, это непропорциональное использование силы, и Международный уголовный суд расценил это как преступление. И за эти преступления люди будут отвечать. Еще одна новость, и уже давайте будем завершать, мы уже почти больше часа в эфире. Турция ведет переговоры о поставках американского газа. Для чего? Чтобы снизить свою зависимость от России. Министр энергетики Турции Байрактар, кстати, фамилия-то какая хорошая, рассказал Financial Times, что Анкара договаривается с американской энергетической компанией ExxonMobil о многомиллиардной сделке по покупке сжиженного газа. И Байрактар уточнил, что Турция стремится создать новый портфель поставок, который сделает ее менее зависимой от России. Сейчас страна импортирует почти весь газ из России. По данным издания, ExxonMobil может поставить в Турцию до 2,5 миллионов тонн СПГ в год, которые обойдутся ей в 1,1 миллиардов долларов. Байрактар напомнил, что в ближайшее время истекут сроки действия некоторых долгосрочных договоров по поставке СПГ в Турцию с Россией и Ираном. И здесь хочется отметить, никто не обратил внимания, что вообще-то наши тут местные всякие эти вот пророссийские деятели говорят, что вот российский газ, это так здорово, это так выгодно, давайте будем покупать российский газ. Почему же такой независимый, радикально антизападный Эрдоган не хочет покупать такой выгодный российский газ и переключается на американский сжиженный газ? Что же случилось? Может быть, во-первых, не такой этот газ выгодный. И я цитировал на этой неделе министра энергетики Молдовы, что это миф о том, что российский газ дешевле газа с европейского рынка. То есть разница в цене, наоборот, в сторону европейского газа, он тот дешевле, примерно на 200, по-моему, это было по месяц назад данных, $200 за 1000 кубометров. Поэтому с этими мифами надо разбираться, и понятно, что газ в России это тоже не просто газ, как и язык, не просто язык. Это тоже оружие, это тоже элемент шантажа и элемент влияния. Поэтому Турция и хочет соскочить с этой иглы для того, чтобы Россия их не шантажировала и не влияла. И опять-таки в Турции считают деньги, если они поняли, что американский газ дешевле, поэтому они идут на американский газ. Потому что у Турции великолепные отношения, например, с Катаром. И они могли бы закупить катарский газ, который ближе по доставкам через Суэцкий канал с Аравийского полуострова гораздо ближе доставлять. Но, тем не менее, вот они хотят работать с американцами, с серьезной компанией. Может быть, в этом есть какой-то смысл. Наверняка в этом есть какой-то очень серьезный смысл. Так, еще вопросик. Добрый вечер. Скажіть, будь ласка, відсоток гагаузів та болгарів в Молдове. Сколько процентов я точно не знаю, я знаю, у нас самое большое меньшинство национальное – это украинцы, порядка 6, по-моему, процентов, если я не ошибаюсь, плюс-минус там колеблются данные. Потом идут русские, что-то в районе 4,5, по-моему, процентов, гагаузов, что-то в районе, по-моему, 2%, если я не ошибаюсь. Опять-таки, то есть примерно пропорции я вам называю правильно, просто, может быть, условно говоря, 2,5%, а не 2%. Болгар еще меньше, то есть там, наверное, меньше 1%, потому что есть вот второклии, там как бы компактное проживание, плюс они разбросаны по всей Молдове. Поэтому вот примерно так, то есть самое большое это украинское сообщество, которое есть компактные проживания, есть некоторые села, в основном на севере Молдовы, где живут в основном украинцы, и плюс, конечно, в Кишиневе тоже, как в Бельцах много есть. К большому сожалению, очень многие из них
не проукраинские, по крайней мере, до войны так было явно выражено. Сейчас после войны, может, многие стали менять, не может, а точно стали многие менять свою точку зрения, но как бы до полного излечения еще далеко, потому что кушают все то же дерьмо из российской пропаганды, и поэтому мозги там как бы промыты очень жестко. Ну, вот такая вот ситуация. Так, все, друзья, мы завершаем. Завтра у нас программа «Выборы», то есть мы работаем, как я вам говорил, по новой схеме. В понедельник в 20:00 идет геополитика, как сегодня, разбираем все, что за неделю происходит. Вторник – выборы, говорим про молдавскую ситуацию. Среда – выходной, потому что я готовлю свою программу интервью, ищу гостя и так далее. И вместо меня в среду выходит Аня с ее программой, которая посвящена региональным политическим моментам. Каждый раз будут интересные гости. На этой неделе у нее должен быть господин Нантой, которого, я знаю, многие из наших зрителей любят, потому что его набирают большие просмотры программы с ним. Так что, кстати, программа будет на этот раз лайв, можете задавать вопросы прямо в эфире, и она самые интересные вопросы озвучит. В четверг моя программа, будет интервью, тоже есть предварительное соглашение от одного проевропейского политика, пока не буду анонсировать, кто именно, и в пятницу опять программа «Выборы». Вот по такому графику мы сейчас работаем. Ну, а для того, чтобы мы дальше работали, поддержите нас лайками, репостами, поддержите нас финансово. Ссылка на то, как поддержать, уже исправлены там со всеми правильными вариантами, потому что там нам писали, есть проблемы, есть ошибки. Все исправлены. Под видео «Поддержать АВА ТВ» там написано, как нас поддержать. Всем спасибо, что были с нами. Увидимся завтра в обычное время. Всего доброго. Пока.